Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. Сегодня я вам предлагаю вот такое интересное украшение, колье с подвесочкой. Я назвала его снежок, наверное, из-за сочетания голубого и серебристого и преддверии наступающих праздников. Плетение несложное, может вы уже и плели такое плетение, но я предлагаю вот в таком варианте. Смотрится очень интересно. Сочетание бисера и бусин хорошо ложится, приятное на ощупь. Плетение очень легкое, но в то же время немного занимает времени для того, чтобы подобрать хороший шаг, чтобы не запутывалась нитка. И когда будете набирать между бусинами бисерины, то не сильно натягивайте нить, потому что вы будете возвращаться, и вам это помешает, если будет нитка тугая. И также, как вы понимаете, можно из такого плетения сделать и браслетик, и хорошо будут смотреться сережки. Тоже на ваше усмотрение, или подлиннее сделать саму подвеску для сережек и количество бусин, или вообще бусины сюда не ставить, одну наконец, или можно сделать кругленькую, тоже будет как круглый снежочек, и снежинки будут ложиться очень мягко и удачно подчеркивать это украшение. На мое колье ушло 27 бусин 6 миллиметров. На один интервал между бусинами у меня ушло голубого бисера 150 штук и 45 серебристого. И, конечно же, вы можете регулировать и длину интервала, и величину самих бусин. Все зависит от вашего желания и наличия материала у вас. Если вам нравится, присоединяйтесь, приглашаю, подписывайтесь, кто не подписан, и выполним это украшение. Для колье понадобится бисер двух цветов. У меня голубой и серебристый. Вот номер голубого цвета. Он прозрачный, с переливом, с перламутровым, симпатичный бисер. И серебристый, номер серебристого цвета. Еще понадобятся бусины 6 миллиметров. Я взяла не чисто белые, а с немножко золотистым переливом. Хорошо тоже смотрятся бусинки. Игла номер 12 и бисерная нить. И первый набор набираем одну бусину и 15 голубых бисерин. Подводим это к концу нити, оставляя кончик для прикрепления застежки. Кто пользуется стопорными, ставьте себе стопорную бисеринку. И дальше опять набираем одну бусину и 15 бисерин. Проводим к плетению, к основному. И так набираем до нужной длины. Я набрала 15 бусин с интервалами между ними в 15 бисерин. И на тот конец, что мы оставляли, прикрепила застежку, чтобы он у меня не мешал, этот край. Очень удобно так набирать колье, потому что вы можете регулировать количество бусин для своей длины. И теперь из двух интервалов я сделаю подвеску. Из третьей бусины пойду снова набирать 15 бисерин и бусина. Для того, чтобы вернуться назад, я набираю на иглу 2 голубые, 1 серебристую и голубую. И в самую первую голубую ниточку возвращаю иглу в голубую. Сразу можно проходить в бусину и в бисерину после бусины. Вот так.
И у нас на конце подвески будет сразу оформлен крестик. Теперь на 2 интервалах сразу оформим снежок, возвращаясь в 3-ю бусину. Для этого набираем 4 голубые бисеринки и 1 серебристую. Подводим к плетению и возвращаемся назад в 2 голубые бисерины. Вот так. Теперь набираем 2 голубые и 1 серебристую. Подводим к плетению и возвращаемся иголочкой в 2 голубые и в следующую бисеринку, в 3-ю основного набора, который мы набирали 4 первый раз бисеринки. Вот так. Теперь набираем 3 голубые бисерины и 1 серебристую. И проходим иголочкой в эти 3 бисеринки после серебристой и в последнюю 4-ю. Вот так. И теперь нам нужно вернуться назад в нашу 1-ю бисерину, из которой мы делали эту веточку снежка. И в следующую. Вот так. Снова набираем 4 голубые и 1 серебристая. И возвращаемся в 2 голубые. Вот так. Набираем 2 голубые и 1 серебристую. Теперь в эти 2 голубые возвращаемся и в 3-ю из 1-го набора. Набираем 3 голубые бисеринки и 1 серебристую. И теперь в эти 3 возвращаемся и в 4-ю. И теперь заходим в бисеринку, из которой мы начинали снежинку, и в следующую. И теперь из этой бисеринки будем делать снежинку. И так проходим все 15 бисерин, украшая снежинками. И потом переходим через бусину на следующий интервал до 3-й бусины. Когда украшены 2 интервала снежинками и вышли в 3-ю бусинку, теперь нужно также набрать 15 бисерин и бусину. Итак, набираем 2-ю сторону, как 1-ю я набрала 12 бусин. И сразу сделаем петельку и прикрепим 2-ю часть застежки. Для этого я набрала 5 серебристых бисерин. И теперь набираем 2-ю часть застежки. Продеваю колечко.
возвращаюсь в 5-ю бисеринку. То есть она у нас была первой. В бусину и в 1-ю бисеринку интервала после застежки. Подтягиваем. И получается у нас петелька и прикреплена застежка. И дальше продолжаем украшать все интервалы с одной стороны. Дальше переходим на 2-ю сторону и украшаем 2-ю сторону. И когда все будет украшено, колье будет готово.